Всем привет! Я уже рассказывал в одном из предыдущих роликов про новые функции Google камеры, которые Google анонсировал на презентации Pixel 3. Можете посмотреть его, если не видели, в всплывающем окне или по ссылке в описании под роликом. А темой сегодняшнего видео будет функция Night Sight, которая позволяет делать яркие и детализированные снимки в условиях недостаточной освещенности. Вот пример из презентации Google. Пару дней назад в сеть слили Google камеру с активированным ночным режимом. Это не официальный апдейт, тем не менее все прекрасно работает, хотя иногда случаются баги при работе приложения. Естественно, я покажу примеры фотографий, которые мне удалось сделать в разных условиях, а также хочу показать интерфейс камеры во время ночных снимков, как оно происходит в жизни, чтобы вы реально ощутили эффект от ночного режима. Рекомендую смотреть этот ролик при полной яркости дисплея, чтобы полностью оценить получившиеся фотографии. Начнем с лайтовых примеров, где разница есть, но несущественная, а под конец ролика будут реально крышесносные фотографии. Давайте начинать. Эти снимки были сделаны в 9:30 вечера. Источниками освещения были уличные фонари далеко у меня за спиной, а также вывески на доме. Как видим, сцена в ночном режиме стала ярче, но что самое главное, намного детализированнее. Большинство темных участков вышло из тени. Единственное, что мне не нравится, что вывески вышли немного пересвеченными. В остальном же все отлично. Кому интересно, я оставлю ссылочку на альбом Google фото с примерами из этого видео, а также другие фотографии в описании под видео. Можете посмотреть все примеры подетальнее. Вот тут, как видите, получилось очень хорошо. На фотографии в обычном режиме были небольшие засветы от фонарей вдалеке, в ночном же режиме они стали незначительно больше. Однако посмотрите на полянку, ее теперь полностью видно. Также можно оценить четкость фотографии по кладке кирпича на здании. В обычном режиме получилось полное мыло, в ночном режиме четко видно кирпичи, даже несмотря на то, что объект находился вдалеке и не имел источника освещения. В следующих двух парах я зашел в небольшой лесок, освещения не было вообще. Посмотрите, что сотворил ночной режим, без комментариев. Также ночной режим работает не только на основной камере, но и на передней. Зацените селфи в полной темноте. Да, получилось не супер четко, но опять же, это была полная темнота. Сейчас покажу, как происходила съемка последних двух фотографий, чтобы было понимание, как происходит весь процесс. Как видите, в обычном режиме у нас полная темнота, ничего не видно. Переходим в крякнутое приложение Google камеры с активированным ночным режимом. Кстати, приложение определило, что сцены достаточно темные и предлагает активировать ночной режим. Переходим до опции «Ночной режим». Если сравнивать кадр до затвора, то видно, что сцена уже выглядит светлее. В ночном режиме изначально поднята экспозиция. Во время затвора нужно застыть и не шевелиться. Приложение собирает свет и другие детали. Если в смартфоне есть оптическая стабилизация, отлично. Если нет, то придется стоять как статуя. Теперь давайте рассмотрим пример в помещении. В данном случае единственным источником освещения был небольшой свет от окна. Тем не менее, я даже не видел, как меня снимали, настолько было темно. Тут мои комментарии не нужны, просто посмотрите на результат. Также мы сделали снимок со вспышкой, получилось намного четче, чем в ночном режиме. Однако никто же не заставляет фотографировать в темноте только в ночном режиме. Это опции, и каждый выбирает то, что ему нужнее. А вот другой пример помещения, согласитесь, вспышка бы тут уже не помогла. Здесь ночной режим справился просто отлично. Длинная выдержка в связке с машинным обучением творят чудеса. И вот моя любимая пара фотографий, просто посмотрите на результат, как отреагировал бы Сергей Светлаков. Это шедевр! У меня была примерно такая же реакция, когда увидел этот результат. Это была одна из самых первых фотографий в ночном режиме, которую я сделал. Это настоящая магия, по-другому никак не называть. Ну как, понравилось? Лично я в полном восторге, что сделали Google. Недавно вышла статья, где один из инженеров Google показал разработки компании в ночной фотографии. Это просто фантастика. Я оставлю ссылочку в описании. Сейчас ночной режим является эксклюзивом для линейки Google Pixel, однако Google камеру с портретным режимом уже портировали на другие устройства с процессорами Snapdragon, так что я думаю, скоро ночной режим будет доступен большему числу устройств. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео, ждем новых чудес от Google в мобильной фотографии. Как что-нибудь новенькое появится, обязательно расскажу. Всем удачи, всем пока!